Обзор создан при поддержке патронов канала. Отдельная благодарность Александру Макалову, Superior Сэммер и Александру Кузнецову. Эй, ребят, с вами Таторио. Сегодня мы продолжаем с вами ознакомливаться с комиксами отечественного производства от компании Bubble. Во многом благодаря Александру Макалову, который и заказал данный обзор через систему на сервисе Patreon, ссылка в описании. Последний раз в этом году мы с вами окунемся в творчество конторы товарища Габрилянова и посмотрим за серией, которая, к моему удивлению, оказалась темной лошадкой на фоне остальных 4 офгоингов. Поехали! Признаюсь, мне дико не хотелось садиться за данную серию, особенно после тотального хит-парада «Идиотии» в том месяце, но о потраченном времени не жалею, пусть и не полностью, а за подробностями прошу обращаться в соответствующие разделы данного видео. Давайте, кстати, к первому блоку и перейдем. Из раза в раз я повторяю один вопрос. Зачем кто-то дал Артему Габрилянову сесть на место сценариста? В этот раз ситуация была не настолько плачевная. Все же первой половиной тайтла занимался не только глава всея Bubble, но и Евгений Федотов. Увы, это не особо помогло. Да, в сюжете не было особых проблем, но и чем-то зацепить меня как читателя не могли. Вот вам история про ад и легионы, которые хотят сесть на трон самого сатаны. Ага, постарались придумать запутанную большую сюжетку с кучей предательств и обширным раскрытием чертей. Однако из-за этого терялся главный герой, который вроде как должен привести нас к какой-то итоговой кульминации в конфликте, но этого самого конфликта толком не наблюдается. На фанах создается эпик, будто авторы почувствовали себя Толкиеном, а на деле все скатывается в какой-то процедурал а-ля Power Rangers. Вот вам очередная злобная херня, давайте ее как-нибудь попытаемся убить. Не радует в эти моменты и диалоговая составляющая, из которой так и прет колорит телеканала ТНТ, а поток креатива хрен заткнешь. Выливается это все через персонажа Шмыга, но о нем чуть позже. Вот и получается, что первые 25 выпусков проносятся почти незаметно, не раздражают толком, разве что маленькими моментами, но и не способны как-то заворожить внимание. Имеем мы явно не тот тайтл, на который хоть кто-то делал акцент, так тут еще все и слишком сильно похоже на ту пургу про демонов не из большой двойки. Где-то немного подсмотрели у Спауна, где-то у Witchblade, где-то у Darkness. Вот уж не ясно, намеренно или нет, но результат вышел аналогичный уровню тех западных продуктов, только у нас еще старательно намеревались втюхать колорит! И от этого немного начало тошнить. Изменилась ситуация с приходом на постоянную основу Алексея Баранова. Его писательские умения близки Артему и прочим, но он хотя бы не пытался вымучивать из себя пошлый и однобокий текст. Работа сценариста второй половины больше напоминала ту самую отечественную фантастику годов так нулевых. Со своими проблемами и минусами, но комикс умудрялся пытаться рассказать тебе более цепкий и сбитый сюжет, продемонстрировать адекватное путешествие героев через разные локации и создать хотя бы видимость приключения. Увы, главный герой при этом был абсолютно обесценен как личность, но об этом опять же потом. Наблюдать за похождениями команды персонажей было не так уж и скучно, а периодические уходы на выпуски вне центральной истории вполне разбавляли повествование и расслабляли. Местами я даже испытывал интерес. Не для того, чтобы побомбить как в Фурии или поржать как в Иноке. Мне просто хотелось узнать, как закрутится сюжет дальше. Зависит от того, с чем сравнивать, но если вы дадите мне 4 стула с первыми линейками Bubble, то в данный момент, с точки зрения происходящих событий, я выберу Бесобоя. Только комикс состоит не только же из нарратива, там еще и действующие лица есть. Вот давайте к ним и перейдем. Тут буду краток, так как всевозможному пантеону демонов и прочих чертей мне не особо хочется лезть. Давайте сосредоточимся на совсем уж главных персонажах.
Итак, Данила наш ГГ. Крайне пустой персонаж, и отчасти это иронично, учитывая его историю происхождения. Если без спойлеров, то Бесобой в контексте лора оружие по борьбе с чертями, но никак не самодостаточная личность. Он плоский и скучный, наблюдать за его потугами на духовные терзания попросту не хочется, ибо вокруг героя творится действительно парад событий. Автор второй половины очень хорошо отвел внимание от борца со злом, дабы по чуть-чуть делать акцент на моментах движения событий и демонстрации иных персон, за что все же дам плюсик. Шмык, верный напарник и комик-релив. Под пером Габрилянова и Федотова неимоверно сильно раздражает из-за своих постоянных попыток в шутки с колоритом. Просто сказать Урган, Шварценеггер или вставить какой-нибудь бойкий диалектизм недостаточно. Необходимо уметь работать с этим, дабы комедия получалась, так еще и могла контрастировать с, простите, пафосом происходящего. Увы, по большей части ты просто смотришь за ним, как за назойливой мухой. Хэппи у Моррисона должен раздражать, ибо такая установка у персонажа, а этот черт пытается вас смешить, а вызывает только зевоту. Черный пес, в начале фоновый мужчинка, впоследствии соратник главного героя, увы, очень пустой и вялый. Порой кажется, что характер его пытались подслезать у какого-то Эйба Сапиена, а получился только какой-то унылый оруженосец. Весь такой преданный, приятный, без каких-то плохих черт характера. Короче говоря, скучный герой, задача которого толкать сюжет в нужные направления, поворачивая Данилу и пиная его очередным заклятием под зад. Еще и похож на дедушку из того самого мультсериала про Джеки Чана. Кстати, да, настало время поговорить и о рисунке. Художественная сторона вопроса в комиксе не имеет какой-то однозначной оценки, ибо всегда была плавающей, тут надо на конкретных художниках примеры приводить. Андрей Васин рисовал больше всего, и мне, если честно, не сильно нравилось. Блеклые цвета Доронина и других колористов, большое количество недостаточно детализированных сцен, местами халтура или лень, или малые сроки, не знаю какая там причина, но глядеть за этими иллюстрациями мне было не очень приятно. Про многих других художников хочется сказать то же самое. Петрович, Ерофеева, Родин и их красящие ребята делали такой дженерик-арт, что я после 4 месяцев чтения Баббл уже просто видеть не могу. Тем не менее, нашлись пара ребят, что порадовали. Во-первых, отмечу Артема Безяева, чей стиль мне был интересен в иноке, но, как мне кажется, парень себя достойно не реализовал. Тут же вполне приятный вышел от него арк, как минимум с точки зрения упоротого трешака, но отдельный поклон хочется отвесить за фантастические обложки. Работа с цветами, с планами, с композицией, все на высоте, да еще и с выдроченными детальками. Если бы так выглядел весь комикс, я бы высказывался тут совершенно иначе. Наталья Заидова хорошо покажет себя дальше, но и тут справлялась совсем неплохо, ибо умудрялась адекватно замаскировать свой вдохновленный Востоком арт, а Васильева задала бодрую покраску, в отличие от Якубец, которая тоже была неплоха, но, признаться, на любителя и я не из оных. Отдельно развлекалась тут Ким. Если на иллюстрации Анастасии в Громе я смотрел местами с откровенным недовольством, то вот здесь девушка ушла в разнос. Отличные детализированные страницы и эпичные моменты, персонажи с адекватно сделанной анатомией, не такой топорный элемент андрогинности в дизайнах некоторых героев. Красили Орлимова и некто Верш Робен. Получалось вполне ярко, приятно и самое главное, был очевиден контраст между разными действующими лицами и ситуациями. Персонажи не сливались с окружением, как это было у Лободы и Доронина, например. В один момент я даже проникся визуальным оформлением серии. Увы, закончили тайтл на рисунке человека с ником Эрик Дизирон, и это было, мягко говоря, слабо. Извините, но я такого от всяких IDW насмотрелся уже сполна. Памятуя о том, какие серии я читал в последние месяцы, Бесобой произвел самый ненегативный эффект. Я хочу, чтобы именно эта формулировка здесь была. Не столько понравилось, просто ничего особо не раздражало.
Первая половина с банальными ситуациями и искрящими смешняуками диалогами вкупе со слабым артом быстро проходит, давая вам возможность вникнуть в ситуации, которые прописывает Баранов. Легкость, ненапряженность и общая динамика, которую правильно разбавляют переходы на спокойные сцены, дали мне комикс от Bubble, который я дочитал без мысли, когда-то уже все, Вполне годный визуал ближе к концу тоже давал приятные эмоции, особенно после пиздеца в Фурии. Как я говорил до этого, тут зависит от того, с чем сравнивать, и раз уж я тут анализирую отечественные комиксы одного издательства, то на данный момент могу сказать, что вышло вполне себе гладко, и я заинтересован новым томом. Кстати, о нем, мы тут новый конкурс заделали, и если хотите поучаствовать, то правила абсолютно такие же, как и в прошлом месяце. Перейдите по ссылке в описании, пост в нашем паблике, оставьте там словами или картинкой оригинальный комментарий. Не забудьте подписаться на паблик и репостнуть себе этот пост на стенку. Автор самого оригинального комментария и получит от нас первый том второго дыхания Бесобоя, да. Результаты подведем 15 января, все в том же паблике. Дерзайте, ну а я говорю вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, чекайте иные ссылки в описании и, конечно же, читайте только хорошие комиксы. Увидимся совсем скоро.